Что случилось на этом озере, многие уже знают. А кто не знает, можете посмотреть ролик по ссылке в подсказке сверху. Также оставлю ее в описании к этому видео. Ну, а мы, оставшиеся пару дней, которые нам доводится побыть на Алтае, отправляемся в интересный тур, в интересный сабтур, который нам предоставляет Байрам. Сейчас мы к нему поедем и прокатимся на озеро Ештыркөл. Ну там недалеко от Платы Ештыркөл, и по-другому оно называется Джанджсколь. Короче, спросим у местного жителя, он нам точно скажет, как это озеро называется. Погнали! Погода у нас для нашего мероприятия сегодня неоднозначная, но есть шансы, что все равно выйдет солнышко, и когда мы приедем на озеро, будет красиво, ясно и солнечно. Базу Байрама найти очень легко. На подъезде к Курае с правой стороны стоит колдунчик. Это ветроуказатель для полетов на мотопараплане. А дальше и до базы рукой подать. Так, мы прибыли к Байраму. Это его новый автомобиль. База называется Кашкор. А вот и он сам. Байрам, привет. Привет. Чего, какие у нас прогнозы сегодня? Да, сейчас поедем на озеро. То есть получится все у нас? Получится. Доедем, поплывем, да? Да. Ну хорошо, ждем тогда, собираемся и погнали. Да? Ну, сейчас людей подождем, поедем. Угу. Пока мы ждем основную группу, которую повезут на озеро, Байрам нас пригласил любезно к себе домой на чай. Не-не, я споткнулся там сюда. Пускай. Ой. Короче, сабборд. Это вот такая доска. Ну, кто плавал, тот знает. А Марина вот погрузила это все дело вот в такой маленький мешочек. И сейчас закидываем все это дело в машину и едем к месту, где попробуем все-таки поплавать. Получилось? Ну что, Марина, тяжелый сабборд? Сложно оценить так, когда ты пронес его 2 метра. Надо сходить на озеро, да? Да. Для желающих Байрам устраивает и экстремальные туры с заброской на высокогорное озеро на Курайском хребте. Чтобы попасть на него, реально нужно совершить небольшое восхождение вместе с саббордом. Но сегодня у него заброска группы к подножью Мааши на озеро Джангесколь, на котором мы еще ни разу не были. Подъехать к берегу этого озера можно практически вплотную, и мы не стали упускать шанс увидеть его. Погода в Курайской долине меняется очень динамично, и пока мы ждали группу для заброски, дважды прошел дождь и дважды вышло солнце. Поэтому у нас есть все шансы попасть на озеро в хорошую погоду. Üstünde tatikinder Şad jubaylar şad kolender En salayık bipiliyek Şarıktasın şatikinder Yakşı balzın. Погнали! Мост в Курайской долине один, поэтому дорога до озера, на которое мы едем, как и до перевалки на Актру, идет через всю Курайскую долину. А сейчас еще нам предстоит преодолеть небольшую водную преграду в виде брода. Это знаковое для нас место. Почему, Саш? Это знаковое для нас место, потому что в каком-то далеком 2009 или 2010. В 2009 году мы утопили там свой субарик. И полдня простояли, пока Василий, местный житель Курая, спас нас и приютил на 3 дня, пока мы восстанавливали свой автомобиль.
Надо отметить, что по дороге до озера бродов разного калибра я насчитал 5. И один из них вечером превратился в достаточно экстремальный. Так что, надеюсь, у вас не возникнет желания покорять их на обычном кроссовере или на опущенной приоре. Фух, вот и доехали мы до озера. Сколько километров, непонятно. Ну, прилично, нормально, короче. Она А чуть- это как называется? Это Джангискуль. Джангискуль. Ну, Дюштугуль, это алтайский. Тюш-тюшку. Дюштугуль, да. Дюштуколь. Одинокое озеро, как переводится это. А так-то сверху смотришь, это озеро самое большое, а вот между холмами много мелких озер. Сверху смотришь, очень красиво там. Здорово. Мама, смотри, стирокоптеры. Да? Стирокоптеры. Вот такое здесь озеро, заход в воду с травкой, мелкий, достаточно далеко мелко. Ну и должно быть все равно теплее, чем в горном озере, которое у нас за стартом было. Хочешь искупаться? Да. Никогда не пользовался таким девайсом, но сегодня вот выдалась возможность. Посмотрим, как плавает Марина. Похоже на костыль. И плавнички. И плавнички. Маленькие, большие, такие разные. Я первый раз в жизни столкнулся с этим новым для меня плавательным средством. Но оказалось все очень просто. Подготовка сабборда для плавания даже у неопытного пользователя займет максимум 10-15 минут. Аккуратнее, аккуратнее. Пап, я на нем буду плавать. Я буду плавать. А можно я буду надувать? Можно? Давай, я понадуваю, потом ты. Ну попробуй. Тянет, блин, сюда это. Ну что, мне кажется. Меня напугало. Последние атмосферы дались очень тяжело. Что-то даже запыхался. Борис. А зачем эти, пап? А Чтобы он это, держался на воде получше. а это лыжики. Лыжики, а скажи, Да. зачем? Чтобы плылось хорошо под ними. Может, перейду? А ну-ка я... Все. Готов. Не переворачивай. Видишь крылышки? Отойди. Короче, нормально надо накачивать до 1 бара, как написано. И тогда должно быть все хорошо. Пробуем. И вот у нас девушка с веслом, точнее девушка с сабом, а весло несет младший помощник. Бывайте их театры! Марина встала на доску в полный рост буквально за пару минут. И через полчаса уже стала настолько уверенно себя чувствовать на сабборде, что как заправский капитан взяла на борт своего младшего помощника. Я немного волновался за них, но она отлично справилась. Марина выплавала всю хорошую погоду. Сейчас здесь только что прошел дождик.
Там еще тоже дождик. Но есть шансы, что и мне удастся попробовать этот новый вид транспорта. Сабборд. Хотя, честно говоря, уже особо и не хочется. Вот эти голубые дырки очень перспективные. И вполне возможно, что буквально через полчаса погода установится опять солнечная и ясная. Конструкция не внушает доверия. И как-то здесь... Погнали. В общем, в озере огромное количество водорослей, даже далеко от берега, и нырять здесь совершенно нет желания. Призабавное мероприятие, на самом деле плавать можно далеко, можно переплыть на другую сторону озера, но купаться здесь желания не возникло совершенно, потому что даже на середине озера веслами достаешь до дна, а оно все илистое, вязкое, противное. Короче, не в этом озере. Хотя красиво. Короче, ладно. Поехали мы в своя сторона. Ну чё, все нормально, поплавали. А на второе озеро ездили? Не ездили. Не успели. Да сейчас это брод глубокий, сейчас по мосту. По мосту По мосту страшно? пробовать? Да не страшно-то. Не страшно? Такой тоненький. Ну, хотите по броду? Ну, Ну сейчас попробуем посмотрим. по мосту. Вы по мосту ехали? Нет, мы по броду. Мы по воде ехали. Ладно, понял. Понравилось? Да. Все, ладно, По окей. колесу пошло. Вот такие радуги нас провожают от этого озера. А брод этот опять. Эх ты. Заворачивает номера. Глубоко нырнули, сейчас брод стал глубокий, то есть за день ледник начинает таять интенсивнее, уровень воды повышается в этих реках. Лучше всего переезжать эти брода рано утром. Короче, саббординг сам по себе, возможно, меня бы не зацепил. Но в таких волшебных местах он не может оставить равнодушным. А вы бы хотели попробовать? На всякий случай, если вас занесет в Курайскую долину, оставляю координаты Байрама. Ведь у него можно не только поплавать, но и пожить с красивейшими видами на белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта. До новых встреч! Пока!